Каждый день мы смотрим на себя в зеркало. Кто-то с восторгом, а кто-то мечтает о переменах. Вот и многие селебрити решились пойти на те самые перемены. Для кого-то это стало стартом успешной карьеры, кто-то затем пожалел о содеянном, но почти все из них стали жертвами огромной критики за то, что пошли против природы. Решили избавиться от своей естественности и лицемерно опровергали и опровергают, что делали какие-либо процедуры. Привет, я Надин, и сегодня в видео мы поговорим с вами о звездах, кто пошел под нож хирурга и в кабинет косметолога не зря. Перемены действительно были к лучшему, кто-то смог их закрепить, а кто-то пошел дальше и сделал только хуже. Устраивайтесь поудобнее, я начинаю. Начну я, конечно же, с законодателей целого бьюти-тренда семейства Кардашьян-Дженнер, где абсолютно все так или иначе сделали улучшение в своем лице и теле. Первой у нас пойдет, конечно же, Ким. Если бы не она, вероятно, никто бы и не интересовался, кто же это такие. Начала свою карьеру Ким с работы стилистом у звезд, среди которых были певица Брэнди и Пэрис Хилтон, благодаря которой Ким понемногу начали замечать. Но в феврале 2007-го все перевернулось. В сеть слили то самое секс-видео. Кардашьян подала иск против Vivid Entertainment за распространение фильма под названием «Ким Кардашьян. Суперзвезда», но спустя 3 месяца отозвала иск и согласилась на компенсацию в размере $5 миллионов, дав Vivid разрешение на маркетинг и продажу копий записи. Сообщалось, что фильм принес около $1,5 миллиона за первые 6 недель. Позже, естественно, Ким и остальных раскритиковали за то, что это видео использовалось в качестве рекламного трюка для продвижения их будущего реалити-шоу. Что я могу сказать? Это был очень умный ход, после которого все начали смотреть шоу, а популярность Кардашьян полетела стремительно вверх. С этого времени Ким начала быть чуть ли не везде. Каждый шаг становился сенсацией, любое начинание приносило миллионы. Ну и, конечно же, миленькая внешность стала интересовать всех, а особенно то, как аккуратно Ким начала ее улучшать. Большинство процедур, которые ей приписывали, она либо не подтвердила, либо полностью опровергла. Но тренд а-ля Кардашьян успешно пошел в люди. У Ким появился аккуратный тонкий нос, более точеные черты лица. Глаза стали больше, а губы еще полнее. И, конечно же, знаменитая попа, которая стала явно больше, что заставило всех начать предполагать, что это случилось не благодаря усилиям в спортзале. Кардашьян сказала твердое «нет». Силикон в 5-ю точку она не вставляла, но вот другую процедуру под названием «бразильская подтяжка» не опровергла. А на все вопросы, что она сделала со своим лицом, Ким ответила: «Немного ботокса, но я с этим успокоилась». Далее добавив: «Я никогда не наращивала ресницы, не качала свои губы и щеки. И нет, мне не все равно на себя, я искренне забочусь о том, чтобы хорошо выглядеть. Но я делаю другие косметические процедуры, которые гораздо приятнее и которые можно провести дома», заявила она. Хлое критике подверглась еще большей за то, что не хотела признавать реальное. «Мне постоянно говорят: о боже, у нее уже 3-я пересадка лица. Такое просто невозможно пережить физически. У меня была всего 1 ринопластика. Да, я колола филлеры, но мне пришлось их растворить. Мое лицо было испорчено, было очень обидно, и теперь я боюсь делать это снова», заявила она. Но на последних фотографиях просто невооруженным глазом видно, насколько она преобразилась. Фанаты остались очень недовольны, что она ведет себя лицемерно и не может признать очевидные вещи. А также начали подозревать, что Кардашьян прибегла к инъекциям Оземпика, потому что ее фигура также заметно преобразилась. Но и это она опровергла, заявив, что это просто усердная работа над собой. Если захотите узнать про других селебрити, кто также был замечен в этой оземпической команде, приглашаю посмотреть мое видео. Кортни в своих переменах признала только то, что увеличивала себе грудь, о чем немного пожалела. «У меня были грудные импланты, но если бы я могла вернуться назад, я бы этого не сделала. Я была такой милой раньше», сказала она. Но в комментариях к одному из ее постов в Instagram звезду раскритиковали за то, что она не признает уколы ботокса, ринопластику, подтяжку лица и создание знаменитой попы Кардашьян. Троллям Кортни на это заявила: «Нет лучшего комплимента, чем комплимент, который слишком хорош, чтобы быть правдой». Но вот больше всего досталось Кайли. Любую перемену, что видела общественность, сделали настоящим достоянием и обсуждением со всех сторон. О пластической хирургии Дженнер-младшая сказала, что не против, возможно, однажды и пойдет на это, но сейчас под наркоз не ляжет.
Я не против пластической хирургии, но один раз на приеме у стоматолога я была под наркозом, и у меня произошла очень плохая реакция, которая напугала меня. Меня вырвало и на следующий день очень сильно тошнило. Но я также из тех, кто говорит «никогда не говори никогда». Если в будущем я дойду до точки, когда мне действительно будет некомфортно из-за чего-то на моем теле, я не против изменить это, написала девушка. В июле 2016-го Кайли открыто призналась, что колола филлеры в губы и хотела сделать их еще больше, но сестры вразумили ее, и она остановилась. А после рождения дочери и вовсе заявила, что вообще бы их не делала. Я бы хотела вообще их не делать. Я рекомендую всем, кто думает об этом, подождать до рождения детей. Моя дочь сделала мой взгляд трезвым. И я бы расстроилась, если бы она захотела сделать себе что-нибудь в 19 лет. Она самое прекрасное создание на свете. Я хочу быть для нее лучшей мамой и лучшим примером. Она решила растворить часть филлеров и придерживаться максимально естественного образа. Но и здесь у нее ничего не вышло. Критикой ее облили с обратной стороны, уточняя каждый раз, а что с лицом? У Кендалл гонка «делала-не делала» началась в 2016-м, когда поклонники начали отмечать, как меняются ее черты лица. Губы стали полнее, нос тоньше, а глаза больше. Все это она отрицала, ссылаясь на очень искусный макияж. В 2017-м ей надоели эти слухи и сплетни, и она выступила с заявлением, сказав: «Вдруг появились наши фотографии с заголовком вроде «О боже, Кендалл сделала себе губы и сделала полную реконструкцию лица, посмотрите на ее скулы, посмотрите на ее нос». Я подумала, это безумие. Я даже не стала об этом говорить в то время, потому что если я об этом расскажу, люди скажут: «О, так она защищается, она точно в чем-то виновата». Зачем мне, модели, реконструировать лицо? Это не имеет смысла. Это безумие, потому что иногда мне кажется, что люди принципиально хотят, чтобы моя карьера закончилась. В комментариях под ее постами часто пишут, что нет ничего плохого в том, что она стала ярче и похорошела, но винят ее в том, что она не может признать, что это было сделано неестественным путем. А как модель, которая становится лицом именитых брендов, она должна признавать очевидные вещи, дабы не плодить комплексы у своих фанатов. Но и главный двигатель семьи мама Крис, единственная, кто в восторге от современных возможностей. Она открыто рассказала о подтяжке лица и призналась в любви к ботоксу. Это универсальное решение. Кто не любит ботокс? Для меня это действительно здорово. Если вы ответственны и найдете хорошего специалиста, это точно сработает. Это то, что я использую уже долгое время. Моя рутина довольно проста, но она стабильна. Массаж – отличная процедура для лица, маникюр и немного ботокса. И я готова идти. Бесспорно, очень многие иллюзии на лице сестер создает макияж, которым они искусно пользуются. Контуринг лица и карандаш для губ – их главный секрет преображения. Свой творческий путь Игги Азалия начала в 2006-м, переехав из Австралии в США. В течение нескольких лет она активно искала для себя подходящее звучание соавторов и лейбл. В 2011-м Азалия выпустила свой первый микстейп и клип на трек «My World», после чего на нее начали обращать больше внимания. 2013 и 2014 стали настоящим прорывом для рэп-исполнительницы. Вышел ее долгожданный дебютный альбом The New Classic, который включал в себя целый кладезь хитов. И с этим прорывом Игги решила изменить и свою внешность. Она открыто заявила, что сделала увеличение груди и ринопластику. Я не отрицаю этого, отрицать это глупо. Я не думаю, что вам должно быть стыдно, если вы что-то изменили в себе, поэтому я рассказала об изменениях, которые я сделала. Например, с грудью. Пойти на это, конечно, непросто. Пластическая хирургия – эмоциональное путешествие. Нелегко жить со своими недостатками и принимать себя. И нелегко менять себя. В любом случае, это тяжелый путь. Есть вещи, которые мне не нравились в себе, и я изменила их с помощью операции. Есть и другие вещи, которые мне не нравятся, но я научилась их принимать. Поделилась Игги. Еще одной частью тела, которая вызвала интерес у публики, стали ягодицы рэперши, которые сначала были весьма себе обычные, а затем вдохновились Ким Кардашьян и вдохновились не очень хорошо. После снимков от папарацци, которые появились в 2017-м, все смогли отметить, что процедура прошла не очень хорошо. Также Азалия неоднократно делилась селфи из кабинета косметолога и заявила, что все эти уколы и иные вмешательства – выбор каждого. Я думаю, что это личный выбор, и любой человек, будь то мужчина или женщина, должен иметь возможность принять осознанное решение. И если вы хотите что-то изменить, то это ваше дело, сказала она. Но на последних фото поклонники не очень рады тому, как стала выглядеть их любимица. И многие считают, что Игги начинает перебарщивать с инъекциями.
Ариэль Уинтер полюбилась многим по сериалу «Американская семейка». Очаровательные черты сразу покорили зрителей. В 2010-м за свою роль в сериале актриса была удостоена премии «Молодой актер», а сам каст 4 года подряд был отмечен премией гильдии киноактеров. Но время пролетело, и девочка выросла. И здесь у Ариэль начались трудности. Природа решила щедро наградить ее пышными формами, что стало не даром, а больше помехой для дальнейшей карьеры актрисы. В 17 лет она решилась на операцию по уменьшению груди. По словам актрисы, большая грудь не только вызывала боли в шее и спине, но и мешала актерской карьере, поскольку она выглядела старше своих лет и плохо подходила на роль подростка. Также добавив, что операция помогла ей стать увереннее в себе. Смотря на фотографии с красных дорожек, я сказала себе: ты должна сделать все возможное, чтобы выглядеть уверенно и держать спину прямо, потому что все их увидят. Я определенно казалась уверенной в себе. Я актриса, и я могу это показать. Но внутри я не чувствовала себя такой уж счастливой. Сейчас мне намного комфортнее. Моя спина не болит, на моих плечах больше нет вмятин. Это действительно приятное ощущение, поделилась Уинтер. Но спустя время ей пришлось отбиваться от заявлений о том, что она сделала что-то со своим лицом. Почему-то совершенно не отметив тот факт, что актриса заметно похудела. Во-первых. Во-вторых, сравнивать начали с детскими фотографиями, что, конечно же, неправильно. А если даже там что-то и было, то сделано оно было хорошо и очень преобразило Ариэль. Сама актриса на это все ответила: для всех, кто говорит, что я испортила свое лицо и теперь выгляжу ужасно из-за всей этой пластической хирургии, это неловко, потому что я ничего не делала. Любимая Пенни, Кейли Куоко, также в один день решилась на перемены. Свою карьеру она начала еще в 90-х, но по-настоящему мир заговорил о ней после теории Большого взрыва. В 2014-м Кейли откровенно поделилась фотографиями со всем миром и рассказала, что наконец-то решилась на операцию, которую нужно было сделать давно. Однако хейтеры напали на актрису, что она так эмоционально завуалировала обыкновенную ринопластику. Куоко не стала молчать и дала им отпор. Для тех ненавистников, которые будут вечно ненавидеть, несмотря ни на что, позвольте мне сообщить, что я уже много лет не могу дышать носом как нормальный человек. Эта операция меняет мою жизнь. При этом, если бы я сделала ринопластику, чего я не сделала, я бы с радостью закричала и об этом. Я откладывала операцию на пазухах целый год и наконец-то сделала это. И если вам там что-то показалось, подумайте еще раз, написала она. Но 2 года спустя Кейли рассказала Women's Health, что были и другие вмешательства. Несколько лет назад я сделала себе нос, а моя грудь лучшее, что я когда-либо делала. Также я скорректировала линии на шее, которые были со мной с 12 лет. И знаете, как бы вам не хотелось любить свой внутренний мир, извините, но вы также хотите хорошо выглядеть. Я не думаю, что вам стоит делать это ради мужчины или кого-то еще, но если это заставляет вас чувствовать себя уверенно, это потрясающе. Мне уже не 21, раньше все было проще и многое делать не приходилось. Но теперь это часть моего дня, тренировки – часть моего дня, правильное питание – часть моего дня, заключила актриса. Тайра Бэнкс – женщина без комплексов, это давно известный факт. Вот и свои перемены, которые явно были налицо, скрывать она не стала. Отчасти свой нос Тайра исправила из соображений здоровья, но главным стало то, что она собиралась плотно устроиться в мире моды. У меня были наросты в носу, которые росли и зудели. Я могла нормально дышать, но я решила сделать операцию. Признаю это. Свои накладные волосы, и я сделала себе нос. Я чувствую, что обязана говорить правду, заявила модель. Все начало своей карьеры у Бэнкс были большие трудности. Нет, она слышала в разы чаще, чем да. Но Тайра стала доказательством того, что упрямство приведет к результатам, и не нужно прогибаться под какие-то стандарты. Когда другие дизайнеры говорили ей «нет» за ее формы, она нашла свое место среди ангелов Victoria's Secret. Закрепив свою репутацию, она дала старт 2 собственным шоу. И как только ее голос стал действительно влиятельным в индустрии, модель перестала молчать. Так она поделилась, что всегда чувствовала, что нужно наносить макияж, и назвала естественную красоту несправедливой. Мне становится очень не по себе, когда женщины, обладающие природной красотой, осуждают тех, кто что-то с собой делает, сказала она. В прошлом году Тайре исполнилось 50, но какие-либо омолаживающие процедуры модель не подтвердила. Я смотрю в зеркало и не чувствую себя на 50. Я совершенно не против того, чтобы улучшать свою внешность с возрастом, но пока я не обращалась к хирургам. Я просто еще не успела, поделилась она.
Келли Роланд хейтеры называли тенью Бейонсе, но она прекрасно смогла с этим справиться и построить свою успешную карьеру в качестве исполнительницы. Но Роланд не скрывала, что долгое время испытывала неуверенность и уже в 17 хотела лечь под нож, чтобы увеличить грудь. Она сделала это, но спустя лишь 10 лет, и гордится тем, что согласилась очень тщательно подумать. Я очень довольна собой, ведь я показатель для молодых людей, что сначала нужно тщательно все обдумать. Когда я впервые подумала об операции, мне было 17. Это нелепый возраст, чтобы принимать решение сделать что-то новое со своим телом. Тогда моя мама и мама Бейонсе сказали мне сначала хорошенько подумать об этом. Я последовала их совету и сделала все спустя лишь 10 лет. Но и здесь были сомнения и осторожность. Как только я почувствовала, что готова, я примерила бюстгальтер с подушечками, походила в нем, чтобы понять, каково это. Когда операция была сделана, конечно же, все это заметили. И я не могла найти причин, чтобы лгать. Поделилась Келли. Многие также отметили и изменения в лице, но ринопластику или какие-то иные процедуры Роланд комментировать не стала. Младшая сестра Джессики Симпсон Эшли все нулевые отбивалась от сравнения с сестрой. Свое собственное шоу, которое вышло после Джессики, Эшли сконцентрировала не на личной жизни, а на записи своей музыки. В 2004-м вышел ее дебютный альбом, который полностью отличался от звучания той музыки, что делала Джессика. Эшли пошла по стопам оторвы, став в ряды конкуренток Аврил Лавин. В апреле 2006-го поклонники увидели преобразившуюся Симпсон и ее удачную ринопластику. Сама Эшли ничего комментировать не стала, но ее отец Джо Симпсон рассказал об операции, сказав, что у Эшли были настоящие проблемы с дыханием, и ее вылечили. Сама певица негативно о пластике никогда не высказывалась, считая ее личным выбором каждого. «Я счастливый человек, и я довольна своей внешностью. Я не испытываю неуверенности в своей внешности сейчас, не испытывала и раньше. Я считаю, что если кто-то выбирает пластическую хирургию, то это должно быть для себя, а не для кого-то другого. У каждого всегда есть свое мнение. В одну минуту они будут любить тебя, в другую ненавидеть. Но помните одно: когда вы идете домой спать, главное, чувствуйте себя хорошо. И я чувствую себя именно так. Но никто не отстанет так просто, пока не докопается до истины». И год за годом Эшли слышала один и тот же вопрос, на который ответила вполне логично. «Пока у людей есть глаза, вы сами знаете ответ», заявила Симпсон. Криси Тейген для кого-то знакома как жена Джона Ледженда, а для кого-то как особа, которая не следит за своим языком. Свою карьеру Криси начала с модельной индустрии. В 2010-м она появилась на обложке Sports Illustrated, где была названа новичком года. Имея очень нестандартную внешность, Тейген стала объектом оскорблений и издевательств. Но вот только и сама девушка добрым характером не славится. Многие селебрити заявили, что стали жертвами ее буллинга. Актриса Кортни Стоден делилась, что в 2011-м, когда она, будучи несовершеннолетней, вышла замуж за актера Дага Хатчинсона, что вызвало дикую волну критики, Тейген написала ей в Твиттере, чтобы она покончила с собой. Спустя время Криси извинилась перед Стоден, сказав, что ей грустно и обидно за себя в прошлом, назвав себя неуверенным в себе, ищущего внимания троллем. Далее она опубликовала длинное сообщение, в котором призналась, что занималась кибербуллингом, и все из-за неуверенности в себе. Также ее обвиняли в педофилии и том, что Тейген состоит в культе с другими звездами, которые занимаются торговлей детьми, склонны к детскому каннибализму и используют их кровь для омоложения. Что ж, однако пора уже сделать видео про все эти теории заговора. Если тема вас интересует, дайте знать в комментариях. Эксперименты с пластикой и косметическими процедурами у Криси начались еще в начале ее карьеры. Она сделала липосакцию подмышек и увеличила грудь. Операцию на груди она делала трижды, то вставляя, то вынимая импланты. Но в 2019-м Тейген решила окончательно от них избавиться. «Они были великолепны для меня много лет, но я пережила это. Я бы хотела иметь возможность застегивать платье своего размера и лежать на животе с полным комфортом. У меня будет грудь, но она будет просто из чистого жира. Просто чудесный мешок жира», написала она. В 2021-м Тейген поделилась, что удалила комки Биша и перенесла операцию по пересадке бровей, сделав их более густыми. Спустя время на Криси накинулась пластический хирург Кей Дюрайрадж, обвинив ее в том, что она переборщила с филлерами в щеки. Она сделала целое видео, посвященное Тейген, в котором продемонстрировала ее лицо как образец того, к чему приводит чрезмерное использование филлеров. Подпись гласила: «Этот пост не имеет злых намерений, он просто создан для обсуждения наполнителей и их возможных последствий.
Новое лицо Криси Тейган. Посмотрите, каким может стать ваше лицо, если вы делаете это неправильно. В комментариях модель сравнили с Донателлой Версаче, Мадонной и красавчиком Сквидвардом. И, конечно, написали, что раньше было лучше и непонятно, зачем она так изуродовала свое лицо. Не обошлось и без грубостей. Криси назвали плохим человеком, и теперь у нее лицо, которое она заслужила. Тейган не стала молчать, назвав хирурга куском ***ма. «Вы чертовски грубы, док. Я всегда была честна, у меня никогда ничего не было в щеках. Так что теперь я чувствую себя плохой и уродливой. Спасибо». Добавив «вы кусок дерьма», я набрала вес. Криси продолжает то и дело фигурировать в различных скандалах, подвергаться критике, в том числе и за свою внешность. Даже несмотря на то, что перемены сделали ее более уверенной в себе. Смотря на безрассудную Фиби, которой явно всегда все равно, что о ней подумают люди, трудно поверить, что Лиза Кудроу в своей юности была абсолютно полной противоположностью своей героини. В младшей школе она была тем самым изгоем, которого все постоянно травили и оскорбляли. Две девочки, которых она считала своими подругами, заявили ей, что больше не хотят с ней дружить, и устали от того, что она ходит за ними по пятам. Ее самооценка была настолько занижена из-за друзей, что сестре пришлось забирать ее из школы, чтобы отвезти на обед, поскольку она не могла нормально поесть. В 16 лет Лиза решилась на перемены и сделала ринопластику, что, по ее мнению, стало моментом, изменившим жизнь. «Я прошла путь от отвратительной до неотвратительной. Я сделала это летом перед тем, как пойти в новую среднюю школу. Там было много людей, которые не знали, как отвратительно я выглядела раньше. Это было хорошее изменение». Что же до остальных процедур, Кудроу заявила, что боится всех этих филлеров и ботокса и выбрала естественный путь со всеми морщинками и прочим. «Я слишком боюсь делать ботокс, филлеры или пластическую операцию. Это не значит, что я никогда этого не сделаю, но все это меня правда пугает. Я не уверена, что буду выглядеть лучше. Если я заморожу лоб, мне будет сложнее выразить эмоции. Я актриса и не хочу потерять эмоции. Я думаю, что все прекрасны, когда улыбаются естественно. Поэтому я просто стараюсь быть счастливой, впитываю хорошее», — заявила она. Ну и поговорив о Фиби, будет неправильно, если не вспомню и Рэйчел. Все мы помним те самые флешбеки и тот самый большой нос. Одна из главных вампирш Голливуда, которая явно прогуляла те лекции, когда рассказывали о старости, Дженнифер Энистон, пользовалась услугами пластического хирурга. Актриса призналась, что в 20 лет она сделала ринопластику. Энистон хотела исправить искривленную перегородку, что стало отличным поводом и для косметических изменений. В 2014-м Джен призналась в своей одержимости лазерной шлифовкой и тем результатом, что она дает. А вот в 2015-м Энистон заявила, что не является поклонницей инъекций. «Люди думают, что я делаю много инъекций ботокса, но это не так. Я не говорю, что не пробовала, но я вижу, насколько это скользкий путь. Вся эта косметика выглядит на мне нелепо». Далее добавив, что очень переживает за своих коллег, кто начинает перегибать палку. «Я вижу их, и мое сердце разрывается. Если бы они только знали, насколько старше выглядят. Они пытаются остановить время, а все, что вы видите, это неуверенного в себе человека, который не позволяет себе просто стареть». Лицо Дженнифер бесспорно остается одним из самых любимых поводов для обсуждения не только у простых людей, но и у хирургов и косметологов. Они, естественно, подчеркивают, что сейчас она активно использует уколы красоты, но выглядит все равно великолепно. Популярность Блейк Лайвли, как и у многих, началась с подростковых комедий. В 2005-м она снялась в фильме «Джинсы-талисман», за роль в котором получила номинацию на премию Teen Choice Awards в категории «Прорыв в кино». А в 2007-м стала частью каста сериала «Сплетница», который и принес Лайвли настоящую популярность. В этот же период все отметили, что лицо актрисы преобразилось. Ее нос стал гораздо меньше, что придало лицу больше утонченности. В 2013-м Лайвли подписала контракт с L'Oréal, где к ее внешности стало приковано еще больше взглядов. Некоторые специалисты затем также начали предполагать, что актриса сделала блефаропластику и, вероятно, использовала филлеры. Сама Блейк никогда публично не подтверждала и не отрицала, что делала ринопластику. И также никогда не рассказывала, является ли она поклонницей филлеров и ботокса. Но определенно все, что она сделала, было очень продумано и лишь преобразило актрису. Очаровательная Ариана Гранде свой путь начала с канала Nickelodeon, став звездой сериала «Виктория Победительница», где затем, спустя годы, поклонники выразили свое беспокойство
А все ли с ней было хорошо? Более подробно о продюсере сериала и Ариане я рассказывала в своем видео. Если станет интересно, приглашаю посмотреть. После первого сезона Гранде решила плотно сосредоточиться на том, что хотела делать с самого начала – на музыке. В 2011-м она выпустила свой первый сингл, а в 2013-м вышел дебютный альбом «Yours Truly». И здесь поклонники заметили, что внешность их кумира определенно изменилась. С каждым годом черты лица становились все более выразительными, глаза стали больше, а губы полнее. Но случился день, когда фанаты начали бить тревогу. Ариана стала болезненно худой, а лицо девушки потеряло ту миловидную красоту, за которую ее полюбили многие. Также Гранде попала под жесткую критику, что пытается сделать из себя азиатку. Виной тому стал тренд на лисьи глазки. В сети стали писать, что она превратилась в ту белую женщину, которая пытается выглядеть как азиатка, чтобы угодить или получить выгоду от мужчин, которые предпочитают азиатских женщин. Но это был не единичный случай. Также Гранде обвиняли и в том, что она пытается стать гораздо темнее, чем есть на самом деле, когда она стала появляться с очень сильным загаром. Ее начали высмеивать и называть правительницей всех национальностей, которая пытается спасти поп-мир. Исполнительнице пришлось встать на свою защиту, а в 2023-м она призналась, что сделала тонну инъекций филлеров и ботокса. Также Ари неоднократно делилась, что проходила терапию, а после теракта в Манчестере у нее развилась ПТСР и сильная тревожность. После завершения лечения певица сказала, что внутри появилось чувство, будто она пряталась за всеми этими филлерами и толстым слоем макияжа. За эти годы я сделала тонну филлеров и ботокса и использовала макияж как маскировку или как средство, за которым можно спрятаться. Это бесспорно красиво, и я всегда буду ценить труд визажистов. Я также поддерживаю людей, которые делают все, что заставляет их чувствовать себя красивыми. Но теперь я лично хочу увидеть свои заслуженные морщины от слез и улыбок. Я надеюсь, что мои морщины от улыбки будут становиться все глубже и глубже, и я буду смеяться все больше и больше. Старение может быть таким прекрасным. Долгое время красота для меня заключалась в том, чтобы прятаться, а теперь я чувствую, что это, возможно, не так. На нападки хейтеров и переживания поклонников Ариана призвала всех быть нежнее и добрее к себе и другим. Я хотела бы немного поговорить о том, что значит быть человеком с телом и внешностью, которая получает такое пристальное внимание. Пожалуйста, подумайте дважды, прежде чем комментировать чью-либо внешность. Я знаю лично, что то тело, с которым вы сравниваете меня сейчас, было самой нездоровой версией моего тела. Я принимала много антидепрессантов и плохо питалась. Вы никогда не знаете, что переживает человек. Будьте нежны друг с другом и с собой. Я думаю, что вы прекрасны независимо от того, что вы переживаете, независимо от веса, независимо от того, как вы любите делать макияж, независимо от того, какие косметические процедуры вы делали или нет. Я просто думаю, вы прекрасны и хотела напомнить вам об этом, заявила Гранде. Следующая наша героиня – очень спорный объект. В нулевые на пару лет Меган Фокс стала главным секс-символом. Знойная брюнетка ворвалась на экраны с франшизой «Трансформеры». Если в первой части она выглядела как просто красивая девушка, с выходом второй мир сошел с ума. Все захотели Меган Фокс. Как бы пошло это ни звучало. Но вот только сама Меган оказалась не в восторге от всего этого внимания. Заявив, что не одобряет все эти списки самых сексуальных, повернутость Голливуда на красоте и то, что все начали расценивать ее как медийный кусок мяса. Я никогда не была красивой девочкой в школе. У меня были брекеты и рыжие волосы, а еще эти сросшиеся брови, которые я всегда ненавидела. Я ненавидела свои темные волосы и всегда хотела стать блондинкой. Мне запрещали, но я все равно перекрасилась. Результат оказался плачевным. Они стали мерзкого рыжего цвета. Я была непростым ребенком, поэтому в школе были проблемы с учителями, и в итоге я бросила ее и закончила заочно. Я не была популярной, всегда была одиночкой, задротом, обожающим комиксы и мечтающей стать их художницей. Я была изгоем, делилась Фокс, добавив, что продолжает бороться с дисморфией тела и никак не может принять себя такой, какая она есть. Все это внимание ко мне абсолютно меня не радует. Помешательства Голливуда на красоте настораживают. В школе я постоянно находилась в битве с самой собой за свою внешность. Даже сейчас иногда я смотрю в зеркало и думаю: «Меган, ты выглядишь как фуфло». Я не просматриваю всякие рейтинги «самые сексуальные» и так далее. Я отношусь к ним скептически. Думаю, они поставили меня на вершину лишь потому, что я снялась в фильме, успех которого взлетел до небес. Став мамой, актриса практически полностью вернула свою естественную внешность, чему поклонники были очень рады.
Однако после развода и начала отношений с Машин Ган Келли Фокс спустилась во все тяжкие, чему поклонники были уже не очень рады и по сей день продолжают беспокоиться за психическое здоровье актрисы. Под каждым новым постом у нее можно найти множество комментариев, где фанаты просят ее обратиться за помощью и перестать делать эти опыты над собой, которые в один день могут закончиться плачевно. В марте 2024 в подкасте Call Her Daddy Меган пошла в откровение, рассказав очень много о своих операциях и косметических процедурах ради того, чтобы уже от нее, наконец, отстали. Так она поделилась, что первую операцию на груди сделала в 21, далее несколько раз ее переделав, дав четкое вдохновение своим врачам. Я сказала, мне все равно, что сейчас в тренде. Я хочу сиськи стриптизерши из 90-х. И он это сделал. Я переделала грудь после того, как закончила кормить ею своих детей, потому что я не знаю, куда они делись, но они куда-то делись. А потом мне пришлось переделать их снова, потому что у меня оказалось недостаточно жира, чтобы замаскировать имплант. Пришлось поставить другие. О ринопластике Меган сказала, что сделала ее всего один раз, а не то огромное количество, которое ей приписывают. Я сделала себе нос, когда мне было около 20. Меня буквально обвиняли в том, что я сделала около 6, 7, 8 операций по ринопластике, что невозможно, ваш нос просто отвалится. Прошло уже больше 10 лет, и я больше не трогала свой нос с тех пор. Также Фокс заявила, что она использовала ботоксы, филлеры, лазеры и тому подобное. Я сделала все, что только можно сделать, и всегда буду делать. Еще актриса обмолвилась о какой-то операции, о которой она никогда не скажет, и на этом закрыла список, добавив, что с точки зрения хирургии это не так уж и много, что она решила изменить в себе. Далее она перечислила процедуры, которые не делала никогда. Туда вошли подтяжка лица и бровей, удаление комков биша, липосакция, бразильская подтяжка и что она не использовала нити. Она также отметила, что ее страх перед анестезией помогает ей контролировать количество косметических процедур. Меган добавила, что наркоз очень сильно бьет по ней и рассказала о мерах предосторожности. Если вы сейчас подумаете, что я несу какой-то бред, нет, это правда, потому что Фокс страшно суеверная и верит во все эти знаки, карму, энергию и прочее. Любая операция – это риск для жизни. Моя душа борется на операционном столе за то, чтобы проснуться. Это очень травмирующий опыт для меня. Все мои врачи должны встретиться со мной заранее и сказать, видели ли они какие-либо предзнаменования. Видели ли они сов, ворон, наступал ли кто-нибудь на паука, были ли мертвые насекомые. Моим врачам приходится проходить через это со мной, потому что я очень боюсь умереть под общим наркозом. Поэтому я не отношусь к операциям легкомысленно. И поэтому у меня их было не так много. Еще одно из требований актрисы включает напоминание хирургам проверять свои плейлисты на предмет песен, которые могут напомнить им о бывшей или чем-то, что может их расстроить. И если вы поссорились с женой, не приходите на операцию к Меган Фокс. Она вас просто-напросто не подпустит к своему телу. Несмотря на свою скромность касаемо количества пережитых операций, Фокс не исключила будущих косметических изменений. Отметив, что хотя никогда не делала подтяжку лица, она сказала, что хотела бы ее, но вот липосакция у нее в твердом списке со словом «нет». «Я никогда не буду удалять жир, я буду только добавлять его», заявила она. В связи с этим она добавила, что сделает самую лучшую из всех бразильских подтяжек ягодиц, когда в будущем можно будет брать у людей донорский жир. Я бы сделала это, если бы могла. Я мечтаю о заднице, которая была бы чем-то аномальным. Я не говорю о той, чтобы говорили, ой, она в последнее время в спортзал ходила, приседала дополнительно. Нет, я хочу, чтобы это было что-то массивное, сказала Фокс. В дополнение к вышесказанному могу добавить, что как актриса Меган уже перестала интересовать даже собственных фанатов. Для всех она стала своего рода картиной, от которой теперь все ждут, что же нового на ней появится. Белла Хадид – еще одна девушка с непростой судьбой. С самого детства Белла находилась в битве с чем-то. Жизнь в тени сестры, различные заболевания, тонны критики от хейтеров и мать-тиран. В старших классах Хадид испытывала трудности с невнимательностью, что в итоге ей поставили диагноз СДВГ и назначили прием Адералла, из-за которого у нее развилась анорексия. А о том, каково ей было жить с красивой старшей сестрой, Белла рассказала очень откровенно. На ее фоне я была той самой уродливой сестрой. Джиджи была блондинка, а я брюнетка. Джиджи была общительна и популярна, а я нет.
Люди говорили мне в лицо, что я хуже. Когда ты что-то слышишь много раз подряд, ты начинаешь в это верить. Я всегда задавала себе вопрос, как девушка, которая так не уверена в себе, тревожна и склонна к депрессии, боится внимания, ненавидит свое тело и имеет проблемы с едой и алкоголем, попала в модельный бизнес. Еще и добилась таких успехов. Я стала хорошей актрисой. Я научилась улыбаться, притворяться и делать сильное лицо. Хотя из-за всего этого мне до сих пор сложно смотреть на себя в зеркало. Эти установки в собственной голове, что она уродлива, что нужно что-то кому-то постоянно доказывать, и толкнули Беллу в 14 сделать ринопластику, о которой модель спустя годы пожалела. Мне хотелось бы сохранить нос своих предков. Я думаю, я бы доросла до него, заявила она. Но ринопластика стала единственной процедурой, которую признала Белла. Все остальные, что ей приписывает интернет, она опровергла. Из-за пары неудачных фото люди думают, что я конкретно облажалась со своим лицом. Они сравнивают меня сейчас и меня, подростка. Я почти уверена, что сейчас вы тоже выглядите не так, как в 13. Я никогда не использовала филлеры, не делала подтяжку лица или что-то со своей челюстью. Давайте просто положим этому конец. Все это на моем лице – иллюзия. Скотч. Самый старый и известный трюк, сказала Хадид. Добавив, что из-за этих нападок очень долгое время боролась с синдромом самозванца, потому что ей со всех сторон твердили, что она не заслужила все то, что теперь у нее есть. Ей, конечно же, никто не поверил, задав вопрос, зачем же так яро использовать тот самый скотч и натягивать свое лицо. Также модель постоянно обвиняют в том, что она все никак не может найти себя и продолжает уводить свою внешность в сторону Карлы Бруни. Мама модели Йоланда Хадид встала на защиту своих дочерей, заявив, что никто из моих детей никогда не делал филлеры или ботокс. Они знают, чем это чревато, увидев, через что я прошла, удаляя грудные импланты, написала она. В 2012-м Белли поставили диагноз болезнь Лайма, с которой она начала еще одну мучительную борьбу. Модель внезапно пропадала из поля зрения, а затем возвращалась, откровенно делясь фотографиями с терапии. Заболевание очень сильно ударило по ее внешности. Она скинула вес и стала выглядеть изможденной. Хейтеры не оставили ее в покое, продолжая писать, что теперь она своей пластикой вконец испортила лицо. Йоланда же избавилась от всего, что было в ее теле. Об этом она написала у себя в Инстаграм. 55 и улыбка изнутри наружу. Наконец-то вернулась в оригинальный 1964 год. Живу в теле, свободном от грудных имплантов, филлеров, ботокса, наращивания и всей той ерунды, которая, как я думала, мне нужна. Чтобы соответствовать тому, как общество заставило меня верить в то, как должна выглядеть сексуальная женщина, пока токсичность всего этого почти не убила меня. Йоланда рассказывала, что перестала делать инъекции ботокса и филлеров после того, как ей также поставили диагноз Лайма. Джиджи под раздачу попадала тоже, но ей больше всего доставалось и достается за вес. У нее имеются проблемы с щитовидной железой, из-за которых модель часто очень сильно отекает, поэтому всем постоянно кажется, что она набрала вес. А вот о пластике и инъекциях Хадид заявила, что никогда не пользовалась этими услугами. Люди думают, что я постоянно подкалываю свое лицо, и поэтому оно круглое. У меня были щеки с самого рождения. У меня они уже есть, так что заполнять особо нечего. Для тех, кто задается вопросом, я никогда ничего не вводила и не делала инъекций в свое лицо. Я рада, что каждый может делать то, что хочет, чтобы он был счастлив и чувствовал себя более комфортно. Но лично меня это пугает. Я слишком помешана на контроле и постоянно думаю, а вдруг что-то пойдет не так. Поделилась Джиджи. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь в комментариях, как вам результаты героинь видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на меня везде, где только сможете и захотите. А я пошла работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.